这妖灵之地曾是一处仙界洞府所在，若是成功进入，其完全可以靠法宝独自通过。他为何要执意要我同行？我们只需共同扛下这3道В демоническом лагере Ван Линь поначалу вызывала лишь презрение. Старшие командиры насмехались над ним, считая чужаком без силы и воли. Только Сыма Янь велел проявить осторожность, чувствуя в нем скрытую угрозу. Полмесяца Ван Линь не двигался, медитируя посреди лагеря. Его спокойствие раздражало всех, особенно командующего Суня, и однажды тот, проходя мимо, обозвал его мусором. В ответ Ван Линь открыл глаза и без колебаний убил его одним движением руки. Быстро, точно, хладнокровно. Солдаты Суня бросились мстить, но Ван Линь уничтожил их сотнями. Когда прибыл Сыма Янь с 9000 воинов, лагерь уже был залит кровью. Ван Линь спокойно напомнил им законы: оскорбление старшего – казнь, нападение без приказа – преступление. Прибывший военный помощник проверил записи и подтвердил правоту Ван Линя. В один миг его статус в лагере стал несокрушим. Никто больше не смел смотреть на него свысока. А в другом лагере в ту же ночь Яо Сисюэ готовилась к собственному испытанию. Луна демонов сияла над землей, когда она активировала древний компас и исчезла в магическом свете, отправляясь навстречу своей судьбе. Ван Линь находился в глубокой медитации во дворце Черного Дзя. Он поглощал демоническую силу, собранную после уничтожения многих бойцов, и постепенно укреплял свой внутренний кристалл, готовясь прорваться на позднюю стадию трансформации зародыша. Все внимание он сосредоточил на культивации и не интересовался происходящим вокруг. Однажды в его сознании прозвучал голос Яо Сисюэ, приглашающий его навстречу у горы Гушань. Ван Линь не ответил и остался в медитации. Несколько дней Яо Сисюэ ждала его, но не дождавшись, разгневалась и направилась прямо ко дворцу. Она прорвалась через защитные формации, остановила командира 13-го кровавой силой и, не обращая внимания на тысячи демонических воинов, ворвалась в покое Ван Линя. Из одного из предыдущих роликов мы немного познакомились с Яо Сисюэ. Она довольно необычная героиня. Ван Линь встретил ее холодно и резко. Он был раздражен тем, что его отвлекли от важного момента культивации. Яо Сисюэ искала помощи. Ей нужно было разрушить опасную формацию с 18 уровнями ограничений, которую она не могла преодолеть в одиночку. Взамен она предложила Ван Линю огромное количество небесных нефритов. Достаточно, чтобы он продвинулся в своей культивации до стадии Вэньдинь вопрошания. Это предложение заинтересовало Ван Линя, ведь именно нефритов ему не хватало для следующего шага. Но он чувствовал, что Яо Сисюэ скрывает истинную цель и ощутил опасность. Поэтому, сохранив хладнокровие, он не дал ответа и попросил 4 месяца на размышление. Ей казалось, что она уже была достаточно откровенна и сказала все, что должна была сказать. К тому же предложенная награда была весьма солидной. Сейчас Яо Сисюэ пыталась не дать волю своему характеру. Все, чтобы получить содействие Ван Линя. Яо Сисюэ пыталась убедить Ван Линя, но он продолжал оттягивать решение, заставляя ее терять терпение. Она подозревала, что он просто хотел выбить с нее больше награды, и раздраженная предложила ему еще больше небесного нефрита. Но Ван Линь, оставаясь холодным, снова сказал, что подумает. Разозленная Яо Сисюэ ушла, но вскоре вернулась с восковой капсулой. Она отдала ее Ван Линю и сказала, что это пилюля кровавой души, редчайший артефакт, созданный ее отцом Яо Синьхаем. Эта вещь могла вернуть человека к жизни даже после уничтожения его духа. Ван Линь был поражен, ведь подобная сила противоречила самим законам небес. А далее он внимательно изучил пилюлю крови и почувствовал, как ее ритм совпадает с его сердцебиением. Это ощущение насторожило его. Когда Яо Сисюэ ушла, Ван Линь пришел к выводу, что с пилюлей что-то не так. Он был уверен, что в ней скрыт подвох. Чтобы узнать больше, он вызвал из флага душ своего советника Цао Идоу и спросил о кровавом предке Сюэ Цзу и пилюле.
Тот рассказал, что Сюэ-Цзу – один из 3 сильнейших монахов планеты судьбы, а пилюля крови – один из самых ценных артефактов мира, способный обмануть смерть. После проверки оказалось, что пилюля действительно выглядит подлинной. Но Ван Линь не поверил, считая, что столь могущественный мастер, как Яо Синьхай, наверняка создал защиту или ловушку внутри артефакта. Держа пилюлю в руках, Ван Линь хмуро улыбнулся. Он понял, что каждая вещь, связанная с этой женщиной, несет в себе опасность. Яо Сисюэ отдала 2 великих сокровища, чтобы пригласить Ван Линя исследовать бессмертный особняк Цинлинь. Поначалу ни Яо Сисюэ, ни Ван Линь не знали, что это пещера бессмертного императора Цинлинь. Они знали лишь, что это бессмертный особняк, о чем им сообщил демон-император. Теперь Яо Сисюэ, используя воспоминания отца и магические артефакты, 3 самостоятельно проникала в особняк, но каждый раз терпела неудачу. Можно смело сказать, что если бы не пилюля кровавой души, Яо Сисюэ погибла бы при первой же попытке проникнуть в бессмертный особняк. Однако пилюли кровавой души были редкостью. Яо Сисюэ уже потратила 3, так что у нее осталось совсем немного. Не смея тратить еще, она подумала о Ван Лине, намереваясь положиться на его силу. Если он поможет ей выдержать последнюю атаку, Яо Сисюэ сможет войти в бессмертный особняк. Именно поэтому она была готова заплатить такую высокую цену, лишь бы Ван Линь согласился сопровождать ее. В превью показано, как Яо Сисюэ приносит с собой так много нефрита. Хотя Ван Линь знает о дурных намерениях Яо Сисюэ, он все же соглашается отправиться с ней исследовать бессмертный особняк Цинлинь. Первые 11 уровней бессмертного особняка Цинлинь относительно просты, с единственным путем – путем дракона. Время от времени попадаются каменные статуи. Победив их, можно перейти на следующий уровень. Раз Яо Сисюэ отдала столько сокровищ, она, естественно, ожидала, что Ван Линь тоже поучаствует. Поэтому Яо Сисюэ и Ван Линь по очереди атаковали, сражаясь со статуей бессмертного особняка. Яо Сисюэ использовала магическое оружие кровавого предка, чтобы подавить ее силой. Но Ван Линь оказался гораздо умнее. Он понял, что статуя бессмертного особняка на самом деле является сдерживающим объектом. Ван Линь, изучив ситуацию во время боя, в конце концов легко победил. Ван Линь по частям отрывает каменную статую в бессмертной обители, окруженную защитным барьером, и в конце концов обнаруживает, что сердцевина статуи – золотая руна. Более того, в глазах Яо Сисюэ тоже был отпечаток золотой руны, что возбудило любопытство Ван Линя. Поэтому даже во время битвы он не забывал пытаться постичь ее, и лишь потом обнаружил, что золотая руна таит в себе огромную силу. Однако Ван Линь обладал исключительными способностями к пониманию и успешно получил золотой талисман-отпечаток пути дракона и каменной статуи. Более того, это был золотой талисман, намного превосходящий отпечаток Яо Сисюэ. С этим золотым талисманом он был признан допущенным в обитель бессмертия. Большое спасибо за просмотр. Напишите в комментариях, ждете ли вы прорыв Ван Линя в новый уровень. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк и всем пока!